Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 5 по 11 мая. Что изменится или что, быть может, заставит измениться вас? Давайте узнаем с помощью карт, с чем могут быть связаны эти события, в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения или что-то корректировать, и к чему все это идет, какое продолжение следует. И достанем карту знаки судьбы, на что нужно обратить внимание. И, конечно, будем реалистами, карты Таро– это метафора, это инструмент для самопознания. И самопознание тех глубоких внутренних процессов в вашей душе, которые формируют как раз какую-то проблему. И цель нашего расклада– это найти ее решение, прожить ее эмоционально и, конечно, снять напряжение. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Итак, первая у нас карты пасьянса. И я должна сказать, астрологическое небо мая, доброе небо. Это доброе время, которое можно сравнить. Это, конечно, мой взгляд, можно не соглашаться, но тем не менее. Май обещается быть таким достаточно спокойным. Но, скорее всего, вот это временное спокойствие, оно нам дается для того, чтобы мы с чем-то определились. И знаковой может быть вторая половина года. И тут действительно, как и мы сами, что-то можем менять. Но не на эмоциональном надрыве. Почему вот май месяц для нас всех важен. А когда мы действительно в спокойном состоянии души можем видеть, какая же реальность существует вокруг нас и как свои планы скорректировать в условиях, в которых мы проживаем, находимся. И у каждого, конечно, тут своя будет концепция и свои решения. Итак, давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь. Неделя не такой большой срок, но все же, какие события будущего вас ожидают. И в помощь нам цыганский старинный пасьянс, который у меня много лет. Смотрю я, мои дорогие овны, смотрите и вы тоже. Деньги. О событиях нам как раз и говорят. Вот тут деньги спешат в вашу жизнь. Или, может быть, это не сами деньги, хотя в этом пасьянсе, если выпали деньги, скорее всего, деньги вы или получаете, или они у вас есть. Но здесь могут быть какие-то имущественные сделки, купля-продажа или документы. Может быть, документы по отчетности, вот такое тоже. Но, тем не менее, деньги у вас есть. Это точно есть. Посмотрите, какое у нас начало продуктивное. И астрологические, правда, это для вас тоже добрый месяц. И я вас хочу пригласить во вкладку сообщества на канале. Там есть астрологический краткий прогноз для всех знаков зодиака на май именно месяц. А позже я планирую сделать прогноз до конца года. Начиная где-то с июня месяца, не с июля, а сделаем коррекцию. У меня есть уже расклад на первое полугодие. Вы тоже можете перейти в плейлисты и узнать. Так вот, полное исполнение желаний, вот этот колчан со стрелами, конечно, будем реалистами, опять же, насколько полное мне сложно судить, но то, что доброе время мая, и это само по себе начало, задать тон, чтобы ваше желание какое-то исполнилось. У кого-то может быть, кстати, приезд гостей, или вы сами кому-то в гости. Бокал– это про гости. Или, может быть, какая-то на работе даже, да. Ну, бывает важная встреча, может быть, дата даже, вот организации. Иногда собираются всем коллективом. Но, тем не менее, вот когда вы находитесь в некоторой общности людей или в малой какой-то, да, в пределах семьи, или, может быть, это даже один человек, или когда много людей вокруг вас – хорошее настроение будет, но также это может свидетельствовать о том, как дополнительный метод решения какого-то вопроса. И первое у вас выпадает листва– это знак ожидания дерева. Может быть, это вы как раз ожидаете, что решатся вопросы по деньгам или, может быть, и по документам. У каждого тут свои какие-то желания, мои дорогие овны, но это, я так надеюсь, действенное ожидание, когда есть какой-то регламент, и в реальности мы понимаем, что-то не можем ускорить. Мы вынуждены ждать, как бумагу, к примеру, да.
На некоторой бумаге существует определенный срок. И как ты тут себя не подгоняй или не мучай, ты тут это не убыстришь. Вообще спокойное течение жизни вам выпадает свеча. Все идет своим чередом. Но начинается, может быть, неделя с каких-то важных сообщений, извещений, событий, приглашений или согласований. Но у вас продуктивное это время, мои дорогие овны. Смотрим, что у вас еще совпало. Что спешит на ваш порог. Радость спешит. И, так, знаете, как продуктивный период, когда вы можете многое осуществить. Или со многими договориться. Может быть, и подвести что-то под знаменатель в ряде тех вопросов, которые вы уже ими занимались. Или что-то вы осуществляли. Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем сложить по вертикали и по горизонтали карты. Смотрю более внимательно. Какие подсказки нам дают еще карты? Что же спешит в вашу жизнь? И не вижу я больше совпадений, должна сказать. Ну да, в принципе, того, что нам уже рассказали карты, этого вполне достаточно. Давайте мы дополним на колоде Таро. Но вот, наверное, единственное, что может помешать, это карта искаженного восприятия. Когда реальность одна, вот нам девушка показана, сидит, да, ну, как будто смотрит в зеркало. А в зеркале она видит совсем не то, что есть в реальной жизни. То есть мы можем тут себе что-то надумать, начать представлять, анализировать. Карта говорит, не устраивай вот этот сеанс глубокой философии на мелком месте, иначе тебе это делает жизнь путанной и искажает какую-то реальность. Для вас быть реалистами. Идут возможности. Ну, может быть, вот этот колчан со стрелами или исполнение желаний. Это каким-то альтернативным путем. Будем реалистами все-таки. И жизнь наша, она нам приносит сюрпризы. Поэтому быть готовым к тому, что придется все-таки корректировать планы. Но вы многое можете изменить. И вот давайте мы с вами и узнаем, что неожиданно или изменится, или заставит измениться вас. Или вы как-то измените тот или иной вопрос, коррекцию будете одним словом вносить, в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения. И мы с вами достанем две карты. Что меняет вас или изменит вас, а что меняете вы сами. То есть внешние события и ваши внутренние. Достанем третью карту. И к чему это все идет? Следующее. Знаки судьбы. И опять же, к чему все идет? Знаки судьбы, на что нужно обратить внимание, что для вас важно услышать. И достанем три карты по основным сферам жизни. Это у нас будут ваши достижения, работа, учеба, документы, деньги, энергия денег, финансы, любовь и личная жизнь. Давайте будем смотреть, что же изменит вас, как внешние события, и потом, что измените вы сами. А вот смотрите, какая-то подвешенная ситуация, или ситуация была, может быть, застой, вот где-то нам вот эта листва и говорит о том, что, может быть, это и вы ждете, как регламент, я сказала, но у кого-то проиграется, что предыдущий период был как раз ожидание, или когда вы не знали, не видели выхода, не знали, как какой-то вопрос решить. Но вот здесь выход, наверное, из этого тупика. Или для кого-то это может проиграться выход из сложных отношений, из двойственных. Всегда по этой карте есть какой-то тупик. Или я говорю, Т-образный перекресток. Вот мы ехали и приехали, и нам теперь отсюда либо направо, либо налево. Мы словно упираемся в стену и понимаем, что нам нужно что-то переиграть, пересмотреть. Ну, необходим совершенно какой-то альтернативный вариант. Вы столкнулись, возможно, с какой-то проблемой, мои дорогие овны, которая тоже не может быть решена именно в том контексте,
как вот вы хотите это решить. Ну, это и обстоятельства, это какие-то еще условности. Может быть, и законы, которые вот в том ключе на 100%, как вы бы этого хотели или представляли, ну, тоже нам не дают осуществить. А для кого-то это и по личной жизни, когда вам нужно принимать те самые важные решения, которые как открывают путь новым возможностям. Может быть, вам и нужно с чем-то определиться. Иногда по этой карте, когда нас словно в заложниках держат, да, или то, что мы говорим, качелеобразные отношения, которые один день вроде продвигаются вперед, другой день они становятся на стопор и вообще никуда ничего не идет. Я допускаю, что это старший аркан, у кого-то это может быть связано и с внешними событиями. Это вот какой-то стопор влияет на вас именно таким образом. То есть для чего это вам нужно, да, если что спешит вашу жизнь? Для того, чтобы вы пересмотрели свою, словно, стратегию и тактику. Какой-то период застоя, может быть, или задержек вам был дан специально для того, чтобы вы для себя или себя самого как бы переориентировали. Увидели по-другому, что происходит в реальной жизни. Может быть, от каких-то своих шаблонов отказались, от каких-то стереотипов, потому что так не может продолжаться. Или пересмотрели окружение. Вот, кстати, пересмотрели какие-то отношения. То есть, в конечном итоге, вот эта пауза, она была необходима для того, чтобы вы в последующем что-то переиграли. Что же меняете вы? Вы для себя будете определять четко, что вы хотите сохранить. Тут действительно какая-то перезагрузка может быть. Или это будет у нас уже пентакли. Когда вы видите свой финансовый вопрос, возможно, вы до этого во что-то вкладывались. Может быть, не обязательно деньгами. Для кого-то это ваши ресурсы, ваши таланты, время, энергия, ваши силы. И тут вы понимаете, а зачем я это делал? Или зачем я этим вообще занималась? Какой эквивалент или КПД я от этого получил или получила? Потому что с учетом старших арканов вы как будто явно видите в мае, куда вы не хотите двигаться, что вы не будете развивать, что вам не интересно. И это карта сохранения, карта жадины. Поэтому есть определенная, ну, в хорошем смысле жадность, когда как самосохранение. И как и нервов, так и сил, так и времени, безусловно. Но жизнь наша, она неоднозначна. И, может быть, какие-то прежние иллюзии словно падают. Но для вас сильная позиция, потому что благоприятное время. Не растратить себя попусту и дальше. Или, может быть, прекратить какие-то вложения, финансовый какой-то, пересмотреть ваш последующий аспект дохода или откуда к вам приходят деньги. Финансам точно есть надобность уделить внимание, потому что у вас в раскладе, расклад, по сути дела, начинается, собственно, как и Таро цыганский, ожидание, деньги, исполнение желаний. И здесь у нас повешенные ожидания, опять же, деньги, концепция финансов в центре вашего внимания. Вы должны что-то переиграть. Но давайте мы узнаем сразу, к чему же это все идет. Ну, видимо, какие-то выводы вы будете делать. По пятерке мечей это, я ее называю первая победа. То есть победа вроде бы есть, а толку она нам или счастья, или радости не приносит. Поэтому, чтобы не было, может быть, как болезненное сознание, что вы занимались не теми вопросами, или сделали ставку не на тех людей, или, может быть, и понадеялись. Но для вас правда открывается, мои дорогие. Вот что откроется, да, или что спешит. Правда какая-то спешит на ваш порог. И вот эта перезагрузка, это для вас доброе время, потому что мы здесь по пятерке не устраиваем конфронтацию. По крайней мере, карта дает совет. Не если тебя кто-то подвел, делай выводы, иди дальше. Даже не трать ни время, ни эмоций, ни сил на какие-то доказательства. Мы просто выходим из какого-то тупика или из сложных отношений, которые нам надоели. Или которые нас достали, извините. Есть и люди, которые, может быть, уже и видеть их не хочется, но, может быть, настало время именно в мае, когда мягкие, добрые энергии, быть как и добрее к самому себе и некоторую демаркационную линию провести, причем это в собственной душе, никому ничего не объясняя, не доказывая, но и одновременно не устраивая конфронтацию. Хитрее вам нужно быть, мои дорогие овны.
почему-то была карта перевернута, но мы ее рассмотрим, привести мысли в порядок. И где-то говорят, тоже пауза должна закончиться. Вот это нереальное сердечко, да. Девочка свернулась как клубочком в этом гнездышке, и, может быть, она воспоминания какие-то себе позволяет, но и в то же время ограничивает от каких-то других контактов. Но карта говорит о том, что ведь это искусственное сердце, а нужно именно в реальной жизни создать, возможно, новую концепцию счастья. Мы не можем долго изолироваться от людей. Вот мысли в порядок по этой карте приводить шикарно, но выходить как будто из застоя уже пора. Давайте мы раскроем, к чему все идет. Вот эта пятерка мечей, мне просто интересно, каким образом это может быть увязано вот с этим значением колчан со стрелами и какое же исполнение желаний. В чем вам повезет буквально? В умеренности. Вот куда-то ты не торопись. Ты можешь со всеми договориться. Или не случайные случайности вам помогают, его величество случай. Тут буквально как взять свою мечту. Но вы понимаете, тут единственное, что опять же мешает, искаженное восприятие. Вы либо находитесь в какой-то догме, да, или поставили для себя какие-то рамки, причем вы поставили, никто другой. Вот как какие-то табу вот по этой карте, или наше мировоззрение, взгляды, когда мы, ну, знаете, так, безапелляционно, вот будет или так, или никак. Ну, так вот оно и получается никак. А тут не надо так. Однозначно, жизнь наша, она нас заставляет адаптироваться, мои дорогие. А после этого отстраивать свою жизнь или новые какие-то формы принимать, организовывать свою жизнь по-новому. Это тоже вот все, наверное, события, в какой бы стране мира вы не смотрели мои видео, они, согласитесь, к этому нас и призывают. Мы не можем закрывать глаза на что-то. Может быть, это вопросы по поводу финансов, по поводу работы у кого-то или дополнительный доход. Но опять же, карта, шикарная, кстати, карта на деньги и на работу. Значит, в сфере ваших достижений есть какие-то переосмысления или когда нужно увидеть реальность. И, видимо, май месяц для вас открывает новые перспективы. И я так думаю, вот этот колчан со стрелами, это исполнение желаний, вы тут можете что-то переиграть. Вы можете найти работу. Если вы долгое время ищете работу и рассматриваете только одно направление, и даже я могу предположить, есть у вас диплом, и вы уже профессионал, эксперт в своей профессии именно, в своей специальности какой-то, так рассмотрите другие сферы приложения вашей профессии. Мы часто этого не видим. А ведь на самом деле даже мы можем думать, что моя профессия, она очень узкой направленности. Но поверьте, какой бы узкой направленности она ни была, если вы начнете рассматривать этот вопрос, вы, может быть, даже удивитесь, насколько широко или широк диапазон ваших возможностей. Моя профессия тоже достаточно узкая, но я знаю, это я позже поняла, но тем не менее, я по собственному опыту знаю, когда мы, ну, может быть, из-за даже эмоционального выгорания, когда, ну, нет сил у нас уже идти на работу или какая-то там история, словно мы все этапы прошли. И на самом деле проведены исследования, хоть раньше это считалось, да, вот ты пришел на работу, и ты там прямо, извините, до гробовой доски должен работать. Теперь уже нет таких взглядов. Раз в 5 лет рекомендуется даже менять работу, потому что это некоторый драйв, это ваш духовный рост, профессиональный рост. А самое главное, мы где-то не костенеем, да, в таком смысле, что мы не привыкаем к тому, что мы делаем. А для нас это как раз тоже будет означать, как и профессиональный рост, так и новые возможности, а главное, жизни интереснее. Вот какая-то подобная концепция у вас может проиграться. Поэтому рассматривайте все варианты. А для тех, кто работает, построить карьеру или решить какой-то вопрос. Может быть, кто-то будет решать о дополнительном доходе. Поэтому, правда, дела, работа, бизнес или что-то подобное по документам в самой разной сфере жизни. Знаки судьбы.
Но вам действительно что-то по судьбе, потому что по карте Иерофант сама по себе судьба и путь наверх. Вот эта лестница. И все, что с вами происходило до этого момента, и что будет происходить не только на этой неделе, но, может быть, и в течение мая, как я говорила, вот для вас означает путь наверх. Здесь куда-то мы не торопимся. Важные согласования по Иерофанту. Обратите внимание, что мы не идем против системы. Мы не идем как и против системы в плане законодательства, так и общаясь с чиновниками. Такое вполне вероятно по карте Иерофант. Это могут быть какие-то высокие инстанции или когда вы должны перепроверить свои документы. У вас в документах должен быть порядок, мои дорогие овны. Это для вас дает какую-то базу. Ну и чувствовать себя увереннее, более надежном таком состоянии. Но, может быть, еще и по части вашего окружения пересмотреть по Иерофанту. Не должно быть какого-то пролапса, провисания словно, да, когда вы ожидаете от людей больше или в надежды какие-то присутствуют, а уже была прежняя история какого-то тупика. Вот все тупики нужно свести к нулю. В общем-то, мы сразу становимся реалистами, согласитесь, потому что вот именно майское время вам как будто нельзя терять ни минуты для себя. Пусть это не есть какие-то конкретные действия, а это где-то вот переосмысление. Давайте к чему это все идет. У вас здесь могут быть и как перезаключение договоров, или построение карьеры, или решение вопросов личной жизни. Но вот правда, наверное, не так просто вот это вот, или просто исполнение многих ваших желаний, но к чему все идет. Видимо, необходим был вот этот путь, то, что вас меняет, и то, что вы где-то меняетесь сами, пересматриваете как и отношения, так и работу, так и вашу роль на этой работе, и, может быть, намечаете себе новые перспективы, но для вас вот это самосохранение или правильное приложение ваших сил, знаний, умений в сторону солнца – это новое качество жизни. И все, что я сказала, эта карта подтверждает. И более того, с чем вы определитесь в мае, даже не на этой неделе, потому что у вас два старших аркана, как будто солнце по судьбе. Это майский период, скорее всего, и это будет продолжаться до конца года. Дела, работа, бизнес, страшный суд. Ну, наверное, можно даже не говорить. По страшному суду мы подводим итоги. Это некоторое пороговое значение между прошлым и будущим. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. И вот нам как изображена девушка, как будто она оттолкнулась, она представляет, оттолкнулась от этого дна. И вот она всплывает. Есть такая фраза, да, для того, чтобы подняться наверх, нам нужно именно достичь какого-то дна, чтобы потом, оттолкнувшись, иметь возможность всплыть. Вот, может быть, поэтому художник такую аллегорию на карте изобразил, что вот вас, для вас это как будто путь наверх, а вверху у нас вот эта лестница по Иерофанту. И не оглядывайся назад, поэтому какие-то себе шаблоны, стереотипы, мои дорогие. Время задавать вопросы и менять стереотипы. Я бы сказала, на этой неделе такое красноречивое время и, может быть, даже где-то с продолжением на весь май. Здесь вы по страшному суду можете подводить к итогу как и какие-то согласования, как и важные документы, определяться с работой. Но, может быть, у кого-то и личная жизнь, и опять же, будет касаться документов по страшному суду. У кого-то могут проходить и суды, но это все близится к завершению. И в конечном итоге это свобода, это счастье. Нам показана девушка, в первую очередь, наверное, это как свобода. Когда мы можем создать то, что просит наша душа, или стремиться к тому качеству жизни, которое мы хотим. Это когда сбываются наши мечты. Ладно, деньги, хотя нам сказали, деньги есть, деньги будут. Удивительно. Для вас, мои дорогие овны, и еще один старший аркан. И все то, что я говорила, судьбоносный период. Но мы ведь можем продолжать вот в этом прежнем состоянии быть и не захотеть ничего менять. Поэтому тут напрямую от чего вы будете готовы отказаться. Или, может быть, и есть то, что вот по четверке дорого, любимо, а вот надо быть реалистом. Имеет это прогресс. И не важно, что это. Пусть это заработки, или личная жизнь, или ваши достижения. Это имеет
какое-то продолжение. Или оно просто похоже на какую-то рутину. И кто-то может остаться в этой рутине и не захотеть менять, а кто-то найдет в себе душевные силы и действительно увидит эту реальность совершенно с другого ракурса. Вот с другого ракурса нам и предлагает карта повешенной увидеть, потому что себя как будто героиней перевернула для того, чтобы увидеть реальность с другой стороны. И Верховная Жрица, мы храним молчание. Поэтому деньги где-то 4 пентаклей, будьте жадиной. Вот конкретно вам такой совет дает карта. И это то, что вы сами меняете концепцию отношения к деньгам или какую-то свою финансовую стратегию. Поэтому заначка должна быть у вас, мои дорогие овны, даже так могу сказать. И вот эти планы, вы не должны их озвучивать. Храните молчание. Молчание вам помогает, как и решить некоторые вопросы, ну, так и не ринуться, может быть, с места в карьер. Все-таки поспешность вам может и навредить. Для вас нужно все подмечать. Для вас откроются какие-то как дороги. Или жизнь может вас соединить или столкнуть с теми личностями, людьми, которые, может быть, приходят в вашу жизнь на определенный момент, но для вас это будет означать какая-то возможность или быстрейшее решение какого-то вашего вопроса. Но сказать, что мы, знаете, так вот предвзято к чему-то относимся, нет. Слушайте свою интуицию, и по части финансов она вам будет давать правильные подсказки. Личная жизнь, туз жезлов. Ну, видимо, неоднозначно. У кого-то это будут важные решения в любом случае по личной жизни. И понятно, для тех, кто в паре, но ваша история, ну, она так себе, будем говорить, то тогда перезагрузка, и вы что-то тут определяетесь. Все карты нам об этом. Для тех, у кого все хорошо в паре, как раз есть взаимопонимание. Доброй энергии второй половины 2025 года. Это, знаете, как узнать друг друга заново вам дает возможность, а для кого-то и построить семейный бизнес. Вот, ну, самые разные такие концепции, когда вы друг друга не просто узнаете, допустим, если длительные были отношения, как муж и жена, или как мама и папа, а когда вы видите заново, вот как вы когда-то встретились, вот вы ощущаете что-то подобное, и вы становитесь не просто каким-то любовным союзом, а союзом дружеским, когда вы заодно, и вместе вы сила. Вот правда, какие-то такие важные решения могут быть, а для кого-то как выход из одиночества, мои дорогие, когда тоже, даже если прежняя история была, ну, так себе, то, скорее всего, вы, возможно, решитесь расширить диапазон своего общения. Не совсем тут нам карты, безусловно, говорят о том, что буквально на этой неделе, будем реалистами, вы встречаете человека. Но туз жезлов – это когда мы, как ноу-хау, знаем как. А вот для кого-то это проиграется получение известия, важной бумаги или какой-то новости. Но это ваше желание. У кого-то будет желание быть с человеком и продвигать, развивать какие-то отношения с учетом туза жезлов. Это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.